Привет, друзья! Зима накрыла землю белым покрывалом, снег блестит и переливается на солнце, и самое время кататься на санках. Сегодня мы будем плести серебристые сани и покрывать их патиной. Это создаст эффект, как будто наши санки слегка припорошило снежком. Приглашаю вас плести вместе со мной. В качестве материала для плетения будем использовать вот такие трубочки. Их можно накрутить из газеты, а также из чистой газетной бумаги, которая продается в канцелярских магазинах. Она точно такая же, как газета по качеству. Нужно обратить внимание, чтобы она не была плотная. Из газеты нужно отрезать край, там, где нет надписи, для того, чтобы трубочки были белые, потому что газетная надпись не закрашивается красками. И перед тем, как нарезать полоски, нужно попробовать, с какой стороны отрезать. Либо это будет с этого края, либо с этого. Это зависит от волокон газеты. По волокнам трубочка будет крутиться очень хорошо. Против волокон это будет сделать невозможно. Из газеты нужно нарезать полоски. Одна полоска будет тонкая, 7 сантиметров, другая полоска 10 сантиметров. Из полоски 10 сантиметров мы будем крутить стоечки или трубочки основы, которые будут оплетаться, на которых будет держаться изделие. Благодаря тому, что полоска более широкая, трубочка получается потверже. А из полоски 7 сантиметров мы будем крутить трубочки для плетения. Они получаются помягче, потоньше, ими очень удобно плести. Газетная бумага формата А4 по ширине 21 сантиметр и очень хорошо делится на 3 части по 7 сантиметров. Из нее получается отлично 3 трубочки для плетения. Или ее можно свернуть пополам и получится 2 полоски по 10 сантиметров. Из них можно сделать 2 трубочки основы. Для того, чтобы получилась трубочка, будем накручивать ее на спицу 1,5 мм. Берем полоску. Для того, чтобы она получилась белой, нам нужно поднести спицу к уголочку с надписью, прислонить ее под острым углом и, очень важно, в самом начале ее достаточно плотно накрутить на уголок. Это принципиально важно, потому что трубочка тогда будет достаточно плотная и при плетении будет очень хорошо ложиться. Когда зафиксировали спицу, то начинаем закручивать, придерживая 2 руками. Доходим до конца. Когда остается маленький уголочек, вынимаем спицу. Показатель того, что трубочка накрутилась хорошо, это то, что спица будет выниматься с большим трудом. На уголочек капаем капельку клея и закручиваем, какое-то время удерживая, чтобы клей схватился. И после этого используем влажные салфетки, чтобы вытереть руки. Трубочка должна быть одинаковая по всей длине. И если вы используете клей влагостойкий, как у меня, то трубочку достаточно просушить пару часов, затем можно ее окрашивать. Если у вас обычный клей, то для того, чтобы при покраске клей не расклеился, нужно просушить сутки. И трубочки основы, и трубочки для плетения крутятся по одному и тому же принципу. Поэтому трубочку для плетения накручиваем точно таким же способом. Когда трубочки просохнут, можем приступать к покраске.
Перед покраской и плетением санок нам нужно подготовить форму, а также посчитать, сколько мы должны покрасить трубочек основ. Они у нас будут приклеиваться к картонному донышку, и располагаться они должны друг от друга на расстоянии от 1,5 до 2 сантиметров. Ну, мы, скорее всего, будем брать самый минимальный размер, 1,5 сантиметра. Сейчас я не могу измерить, потому что мне нужно знать периметр нашей основы. Я его сейчас не могу измерить, потому что я хочу, чтобы у санок изголовье было более пологим. Для этого я хочу приклеить картон под наклоном. Приклеивать я его буду скотчем. Вот. Также мы готовим форму, утяжеляем ее, потому что баночка пластиковая, гнется. Вот. И будем покрывать пищевой пленкой, чтобы при покраске и грунтовке форма не испачкалась. Ну и будем делать еще из скотча ручку. Когда мы доплетем до верха основы, то ее будет тяжело вынуть. Поэтому сразу будем делать из скотча ручку. Сейчас я первым слоем обмотаю основу. Затем приклею картон на скотч и второй слой поверх картона еще раз пленкой обмотаю уже вместе с картоном. Теперь нужно еще приложить груз к картону, чтобы здесь зафиксировать спинку, и уже по краю груза обрезать лишний картон. Высота спинки у меня получилась 14 сантиметров. В дальнейшем я буду поднимать плетение в этом месте и надеюсь, что мне этой высоты будет достаточно. Теперь остается только в месте картона покрыть пленкой и сделать ручку. Вот так теперь выглядит моя основа. Ручку я обмотала раз 5 и надеюсь, когда я буду вынимать ее, то она меня не подведет. Может показаться, что форма достаточно сложная, но зато теперь она напоминает форму санок. И я уверена, что когда я буду ее оплетать, то плетение очень хорошо по ней ляжет и будет действительно напоминать санки. И вот теперь мы сможем измерить периметр основы. У нас расширение идет кверху, поэтому мы можем измерить нижний размер, в середине и в идеале нам еще измерить, конечно, сверху. Но здесь у нас нет такой возможности, поэтому будем равняться на 2 размера, нижний и средний. Нижний размер 57 сантиметров. Верхний размер 63. Теперь посчитаем. Возьмем средний размер 63, разделим на, не самое минимальное возьмем, чуть побольше, 1,6. Это расстояние между стоечками. И получается где-то 40 стоечек основ. И теперь сможем посчитать, сколько у нас будет расстояние между стоечками у самого нижнего края. Это 57 периметр. Делим на 40 стоечек. Получается 1,42 сантиметра. Получается, что нам тоже такой размер подходит. Кверху, соответственно, расширение будет еще больше. Поэтому здесь расстояние примерно будет в районе 1,7, что тоже вполне нормально. Приступаем к процессу покраски трубочек. Трубочки основы 40 штук, а также большая часть трубочек для плетения будет окрашиваться морилкой и беновое дерево, разведенное в равных пропорциях с водой. На 100 грамм воды мы будем брать 100 грамм морилки. И небольшая часть трубочек для плетения,
примерно штук 20, будет окрашиваться в белый цвет. Мы ее будем окрашивать, смешивая грунтовку глубокого проникновения и эмаль акриловую для радиаторов. В белый цвет мы эти трубочки будем красить, потому что газета имеет небольшой оттенок серого. Я хочу, чтобы эти трубочки были белоснежные. Грунтовку нужно обязательно взболтать. Эмаль размешиваем до однородного состава. Теперь наливаем грунтовки примерно 50 грамм. Много нам не нужно. И на 50 грамм добавляем 1/4 часть ложечки эмали. Все тщательно размешиваем. Можно также размешивать кистью. И также делаем смесь морилки. Морилку предварительно тоже нужно взболтать. Наливаем столько же, сколько и воды. Теперь добавляем воду и все тщательно перемешиваем. Сначала будем красить трубочки в белый цвет, а затем уже будем красить остальные трубочки и стоечки в цвет морилки. Красим трубочки, прокатывая их вперед и назад, сначала с одной стороны. Затем переворачиваем и таким же образом с другой стороны. Все, даем немножечко стечь краски. Для просушки трубочки складываем вот таким образом на две свободные трубочки, чтобы они не соприкасались с поверхностью и быстрее просыхали. Желательно, чтобы они друг к другу не прикасались. И периодически нужно ходить эти трубочки помешивать, чтобы они равномерно прокрасились. После смены цвета протираем пленочку влажной салфеткой, чтобы не осталось следов белой краски. После этого моем хорошо кисточку и будем окрашивать следующие трубочки уже в более темный цвет. Сушим их таким же способом. Трубочки основы нужно просушить в течение суток. Они должны быть очень сухими и при плетении держать форму изделия. А трубочки для плетения достаточно высушить в течение 12 часов. В дальнейшем перед плетением и эти трубочки, и белые, мы будем покрывать специальной смесью акрилового лака с водой, о которой я скажу позднее. Эта смесь даст возможность сделать наши трубочки более эластичными и склеит скрутку на них. В общем-то и на данном этапе уже можно начать плести, просушив трубочки пару часов. И для того, чтобы они оставались влажными, их можно завернуть в полиэтиленовый файл или полиэтиленовый пакет, оставляя кончики для того, чтобы они просыхали и удобно было затем скреплять трубочки. Но таким образом в пакете оставляем не больше, чем сутки, для того, чтобы трубочки не испортились. Очень важный момент, когда вы сушите трубочки горизонтально, то трубочки могут прокраситься неравномерно. Краска стекает, и с одной стороны получается более темный цвет, с другой посветлее. Для того, чтобы этого не было, то можно сушить трубочки вертикально, опуская их склейкой. Также распределяя равномерно по емкости и периодически помешивая. Так краска будет стекать и трубочки будут равномерно прокрашены. Для меня этот момент не принципиален, потому что я в дальнейшем буду трубочки покрывать патиной и у меня неравномерный оттенок закрасится. Приступаем к изготовлению донышка. По дну основы будем вырезать в 2 экземплярах обои и в 2 экземплярах картон. Затем обои будем приклеивать к картону. Один комплект я уже вырезала. Сейчас я вам покажу, как я буду вырезать второй.
Картон обводим по основе. И теперь вырезаем, отступая 1 мм от края внутрь. Все, картонное донышко готово. На обоих выбираем фрагмент, который понравился. Ставим на лицевую часть чашу основу. Если фрагмент попадает с краю, то следим за тем, чтобы от края основы было не меньше, чем 1 см, так как у нас потом это будет загибаться на картон. И обводим простым карандашом, для того, чтобы след мы смогли в дальнейшем стереть резинкой. И теперь обрезаем по всему периметру, отступая 1 см. Рассекаем край вот таким образом, оставляя примерно 2 мм. Все, теперь на сгибе край будет смотреться красиво. По всей черте пройдем и загнем. И остается приклеить картон к обоям. Стелим салфетку для того, чтобы не испачкать стол. Готовим остатки картона, чтобы разравнивать клей. Приклеивать будем полимерным клеем. Он достаточно быстро сохнет, поэтому делаем все очень быстро. Наливаем клей на обои, разравниваем, ждем минуту, пока просохнет. Картон выравниваем и приклеиваем к обоям. После этого плотно прижимаем. Дальше будем наносить клей на край картона. И приклеиваем край обоев. Готово. Аналогичным способом склеиваем вторую пару и даем просохнуть в течение пару часов. Для того, чтобы выровнять донышко, накрываем полиэтиленовым пакетом или файлом и ставим под пресс. Обои хорошо приклеились к картону, трубочки основы подсохли, и теперь мы можем их приклеить между двумя половинками картона. Перед тем, как приклеивать стоечки, сделаем на половинке донышка разметку. Для начала нам нужно будет найти середину. Делаем отметку. Теперь я нашла еще промежуточные значения, чтобы провести горизонтальную и вертикальную черту. У нас получается 4 сектора. По разметкам приклеиваем стоечки. И остается 36 трубочек. Делим на 4. В каждом секторе приклеиваем еще по 9 штук на одинаковом расстоянии. Сейчас будем делать разметку. Как мы посчитали ранее, периметр по донышку у нас 57 сантиметров, поэтому каждый отсек получается 14,25. Сейчас мы будем делить его еще раз пополам, это по 7,15 примерно. Все. И теперь уже в каждом секторе
Нам нужно разместить по 4 трубочки, так что делаем здесь 4 отметки на расстоянии 1,4 сантиметра друг от друга. Разметка готова. Такой способ разметки позволит вам не ошибиться, и расстояние между стоечками у вас будет одинаковое. И уже теперь по разметке мы можем приклеивать стоечки. Трубочки будем приклеивать той стороной, где мы ее склеивали. В этом месте чуть-чуть потверже получается. Вот эти хвостики длинные мы должны обрезать. Они нам такие длинные не нужны. Вот. И вот это место, где мы склеивали, оно, видите, потемнее стало. Его нужно будет обязательно спрятать. Так что вот на этом расстоянии немножечко заминаем. И сейчас будем их приклеивать. Перед работой с клеем обязательно стелим салфетку, чтобы не испачкать стол. Полимерный клей наносим по разметке примерно на расстоянии 2 сантиметров тоненькой полосочкой. Разравниваем и даем просохнуть в течение 2 минут. И теперь прикладываем трубочки . Выравниваем их и плотно прижимаем. Все, и так аналогично приклеиваем все остальные. Все стоечки приклеены. Теперь перед тем, как приклеить вторую половинку, проходим и еще раз прижимаем стоечки, особенно с краю картона. И теперь наносим клей по всей поверхности, тщательно его размазываем, делаем это достаточно быстро. Донышко отцентровываем и очень плотно прижимаем. Теперь нужно просушить его в течение нескольких часов. Складываем на полиэтиленовый пакет, сверху накрываем, чтобы не испачкать, и утяжеляем. Для того, чтобы трубочки были более пластичными, перед плетением будем покрывать их смесью акрилового лака с водой и подсушивать феном, для того, чтобы они не склеились. Для этого будем смешивать лак и воду в пропорции 1 к 2. 1 часть лака и 2 части воды. Наливаем воду. Добавляем лак. И тщательно размешиваем. Можно для лучшего размешивания использовать кисть. Покрываем трубочки точно таким же способом, как мы покрывали их морилкой и краской, прокатывая вперед и назад. И теперь подсушиваем феном верхний слой. Сушим в течение примерно 1 минуты, при этом струя фена не должна быть горячая, должна быть теплая. Нужно сушить, в общем-то, до того момента, когда внутри трубочки остаются влажными, а верхний слой подсушен. При этом мы видим, что трубочки стали очень пластичными и в то же время не ломаются. Такое плетение очень хорошо будет ложиться и красиво смотреться. Если у вас нет фена, то вы можете их разложить таким же способом, как мы сушили трубочки после покраски. Только следите за тем, чтобы они не прикасались друг к другу, потому что они могут слипнуться.
И для того, чтобы трубочки оставались влажными, заворачиваем их в файл концами наружу, так как я уже показывала ранее. И оставляем до начала плетения. Приступаем к процессу плетения санок. Будем поднимать стоечки основы и оплетать их. Но перед тем, как начать процесс, будем покрывать стоечки у основания, у картонного донышка, смесью лака с водой, такой же, как мы покрывали трубочки для плетения. Для того, чтобы они в этом месте не переломились, покрывать будем на расстоянии сантиметра, не более. Остальные стоечки должны быть сухие. Начинаем плетение с 3 трубочек. Такое плетение называется прямая веревочка в 3 трубочки. Трубочки будем подклеивать сверху. К одной стоечке 1 трубочка. Вот таким образом. Перед тем, как подклеивать, ту часть, которая без склейки, будем обрезать под прямым углом, чтобы край был ровный. И также во время плетения тоже эти трубочки будем в этом месте делать ровными, чтобы удобно было скреплять. Приплюснем немножечко и нальем клей. Теперь прислоняем сверху к стоечкам, прижимаем, ждем, когда клей просохнет. Вот так это выглядит сверху, покажу поближе. Потом последними витками мы места соединения прикроем, их будет здесь незаметно. Теперь трубочки выводим вперед и автоматически стоечки поднимаем, пока первый ряд будем плести без основы. Трубочки придерживаем и плетем достаточно плотно. Начинаем плести с левой трубочки. Будем заводить ее на 2 приклеенные трубочки и также на 2 стоечки. За третью смотрим за ту, которая свободная. Когда огибаем, слегка заминаем в этом месте и выводим вперед. Теперь берем опять левую, накладываем поверх 2 стоечек, 1, 2, и за свободную стоечку. Эти стоечки, которые будем оплетать, сразу их вот так заранее можно немножечко замять кверху. И так продолжаем дальше. Обратной стороны, для того чтобы переход между картонным донышком и плетением был минимально виден, нужно прижимать сразу плетение и стоечки как бы вверх подтягивать. Когда пришло время наращивать трубочки, вот мы смотрим, что у нас соединение должно попасть вот за вот этими трубочками, чтобы его было не видно. Соответственно, вот мы замечаем, где у нас трубочка оплетает стоечку, и обрезаем за ней, ну, примерно на расстоянии 1,5 сантиметра. Обрезаем под острым углом. Заминаем трубочку в этом месте, капаем клей и трубочку одеваем тем концом, который без склейки. Можно клей не наносить, потому что плетением придавится. И аналогично делаем остальные. Обязательно срезайте то место, где мы склеивали, потому что оно грубое и в плетении будет смотреться некрасиво. Все. И теперь продолжаем так до конца ряда. Вот я сделала последний виток.
трубочка, подклеенная к самой первой стоечке, она должна быть как-то обозначена. Я ее обозначила резиночкой. И теперь у нас вообще, как вот до этого мы плели, у нас должна была левая трубочка заходить за нее. Но мы будем делать другим способом, чтобы закрытие было более красивое. То есть берем правую трубочку и заводим сначала ее. То есть также отсчитываем раз, два и за третью. То, собственно, куда она и должна была идти. Потом идет средняя. Та, которая должна была первой идти, она идет уже последняя. Вот так получается более красивое закрытие ряда. Теперь вот эти трубочки по рисунку поправляем. А эти трубочки выводим вперед, потому что сейчас мы будем плести обратную веревочку из 3 трубочек. Суть ее заключается в том, что мы левую трубочку заводим не поверх 2, а под ними. И точно так же заводим за 3-ю свободную стоечку. Стоечки уже делаем под углом 90 градусов к картонной основе. Пока еще плетем без основы. То есть уже на 3-м ряду будем ставить. И так продолжаем дальше. Прижимаем плетение сразу же. Вот что у нас получается. Сочетание прямой и обратной веревочек дает рисунок косичку. Смотрится здесь снизу очень хорошо. Также объемная косичка в 3 трубочки скрывает промежуток между 2 картонками, что для нас очень хорошо. Теперь проходим, еще прижимаем 2 плетения друг к другу. Когда нужно наращивать трубочки, то здесь мы наращиваем по-другому, потому что мы видим, что у нас трубочка заходит под 2, то есть нам ее нужно спрятать, чтобы они ее прикрыли. Поэтому мы ее обрезаем на расстоянии, примерно 1 сантиметра за стоечкой, заминаем, одеваем следующую трубочку и заводим ее вот так. И теперь уже следующая трубочка у нас это место соединения прикрывает. И аналогично наращиваем остальные. Доплетаем до конца ряда. Перед отмеченной был последний виток. И теперь закрываем таким образом ряд. Левую трубочку также под 2 и заводим назад. Теперь следующую заправляем под первый виток вот сюда. И остается последняя. Ее мы заправляем под 2. Трубочки подтягиваем, чтобы они легли по рисунку. Все. И сзади трубочки по рисунку подклеиваем. Хвостики обрезаем под острым углом и подклеиваем, чтобы их тут было незаметно. Продолжать плести будем плетением, которое называется ситцевое.
на нечетном количестве стоечек оно плетется одной трубочкой. Но у нас четное количество стоечек, поэтому мы будем плести двумя трубочками. Первый круг будет одной трубочкой, а второй круг будет вдогонку другой. И так мы будем плести двумя трубочками одновременно, чередуя. Трубочки также подклеиваем за стоечками. Начинаем плести с трубочки, которая подклеена за стоечку, которую мы отмечали. Плетение очень простое, то есть накладывается на первую стоечку и заводится за вторую. При этом слегка заминаем. Так продолжаем дальше. На первую, за вторую. Следим за тем, чтобы стоечки у нас были на одинаковом расстоянии друг от друга. Не забываем прижимать плетение. Также нужно поставить форму-основу и очень плотно по ней оплетать. Когда закончилась трубочка, наращивать ее нужно за стоечкой, для того, чтобы соединение было не видно. Даже желательно, чтобы соединение попало слева примерно в миллиметре двух, потому что когда пойдет следующая трубочка, она у нас будет накладываться на эту, и здесь прикроется соединение. Обрезаем практически за стоечкой. Теперь соединение трубочек с лицевой стороны незаметно. И так продолжаем дальше. И когда доходим до конца, то меняем плетение на следующую трубочку. И, как я говорила, уже будем ей плести вдогонку. Вот сейчас я покажу, почему мы это делаем. Потому что следующее у нас уже накладывается на другую стоечку и заходит за ту, на которую мы накладывали прошлую. Так плетение получается более правильное и более красивое. Все, доходим до конца второго ряда. Эту трубочку оставляем и третий ряд опять же плетем первой. И так плетем, чередуя две трубочки, плетем несколько рядов. Я проплела 11 рядов. И теперь нам нужно менять плетение опять на косичку, вот на такую, как мы делали в самом начале. То есть это сочетание прямой веревочки из 3 трубочек и обратной веревочки из 3 трубочек. Поэтому мы заводим первую вот за следующую отмеченную первую трубочку, а вторую за отмеченную, чтобы у нас вот плетение из 3 трубочек начиналось опять же с отмеченной стоечки. Вот первая, вторая трубочка, и вот за эту мы подклеим третью. Плетем точно таким же способом, как мы начинали, с прямой веревочки из 3 трубочек. И начинаем с левой трубочки уже известным нам плетением. Доходим до конца ряда и заканчивать будем так же, как мы делали ранее. И проплетаем еще один ряд обратной веревочкой. И в конце заправляем трубочки. Я вынула форму, чтобы удобнее было это делать. Плетение прижимаем. Дальше я буду продолжать плести белыми трубочками. Точно так же буду делать косу, сочетать прямую и обратную веревочки.
И буду уже сразу же делать спинку. То есть косу буду поднимать вверх. Сделала вот такой подъем. То есть по бокам по одной трубочке. А здесь получается, чтобы было чуть-чуть повыше, то по две. Вот. И плести я буду не сбоку, потому что мне здесь неудобно, а вот отсюда, с торца. Приклеиваю также 3 трубочки. И начинаем плести прямой веревочкой. Когда подходим к первой высоте, вот когда примерно 3 стоечки до нее остаются, то начинаем уже здесь слегка поднимать плетение. Следим за тем, чтобы подъем был плавный. Плавненько подходим к второй высоте. Стараемся плести достаточно плотно. Все, и теперь уже параллельно плетению продолжаем до конца ряда. И здесь у нас будет переход на обратную веревочку. Итак, еще один ряд продолжаем обратной веревочкой на этой же высоте. Доходим до конца и закрываем этот ряд. Вот так вот это выглядит. Проходим еще косичку, поправляем, чтобы она у нас красиво тут смотрелась. Остается последний этап плетения. Мы будем плести косичку аналогичную тому, что мы плели здесь. Это 2 ряда, прямая и обратная веревочка с поднятием спинки еще на 1 уровень. Но перед тем, как мы это будем делать, нам нужно зафиксировать вот эту косичку. И мы с лицевой стороны сейчас будем изделие грунтовать, не убирая прищепок. Раствор грунтовки состоит из той же смеси, что мы покрываем трубочки, смесь акрилового лака с водой, только раствор более концентрированный. Вот я добавила сюда еще лака. И сейчас мы будем с лицевой стороны покрывать и тщательно размазывать. После того, как все покроем грунтовкой, нужно будет изделию дать просохнуть в течение примерно 12 часов. Грунтовка просохла. Теперь светлая косичка уже не опустится вниз. Она прочно зафиксирована на этом уровне. И я передвинула прищепки вверх и буду оплетать теперь второй ряд. Второй ряд над прищепками уже буду плести вот такой же темной косичкой.
И теперь плетение завершено. Пока прищепки не убираем, до того, как мы прогрунтуем и верхняя косичка не зафиксируется. Сейчас нам нужно спрятать стоечки. Загибку мы делать не будем, просто будем стоечки опускать влево и прятать перед соседней стоечкой. И для того, чтобы не было заломов, то здесь у основания, примерно на расстоянии 2 сантиметров, будем покрывать трубочки смесью лака с водой, для того, чтобы они были более пластичными. Заправляем с внутренней стороны, за соседней стоечкой, расширяем пространство, сделаем загиб, отмечаем, куда у нас будет заходить, и обрезаем под острым углом, ну, примерно где-то на расстоянии 5 миллиметров от сгиба. Теперь вместе среза заминаем, капаем на кончик клей и заправляем. Все, и аналогично делаем остальные. Вот я сделала где-то 1/3 примерно, и вот эти стоечки мне мешаются, я их обрезала немножечко покороче, и вот в каких-то местах от клея у меня здесь трубочки размягчаются, я перестала капать клей, заправляю просто, они достаточно плотно входят, после этого мы их будем грунтовать, и они здесь точно зафиксируются. Все, загибка готова. Теперь проходим, поправляем, чтобы она везде ровненько лежала. Пока материал пластичный, нужно очень хорошо его поправить, потому что после того, как прогрунтуем изделие, уже нельзя будет ничего исправить. И еще сверху поближе покажу. Я специально загибала край чуть-чуть вовнутрь. Мне показалось, что так будет смотреться лучше. Так форма немножечко четче прорисовывается. И остается только покрыть грунтовкой верхнюю часть, чтобы ее зафиксировать, загибку, особенно тщательно, чтобы хвостики не выскочили, и изделие изнутри. Тщательно размазываем грунтовку, покрываем со всех сторон и даем просохнуть. Пока изделие влажное, после грунтовки поправляем со всех сторон, чтобы оно равномерно смотрелось. Сейчас мы уже основу вставить не можем, потому что у нас загибка. Это и не нужно, потому что мы первый раз, когда покрывали грунтовкой, у нас изделие уже приобрело форму. Грунтовка просохла, санки обрели прочность. Останется их только покрыть патиной. Это будет создавать эффект, как будто их слегка занесло снежком. И затем останется финишное покрытие лаком акриловым. Вот. А сейчас я должна сделать к санкам полозья. Для полозьев берем стоечки, они должны быть хорошо просушены. В них мы будем вставлять проволоку. Проволока здесь подойдет либо медная, стальная или вязальная. Она должна быть примерно 0,8 мм толщиной, потому что должна хорошо входить в трубочку. Эту проволоку можно купить в строительном магазине. И нам еще нужны вот такие кусачки для проволоки. Вставляем проволоку в трубочку. Она достаточно легко туда входит.
Проволока в трубочке еще нужна для того, чтобы мы смогли затем наши полозья изогнуть с обоих сторон. И также это придаст прочности при их оплетании. Когда проволока дошла до конца, то сейчас мы нарастим ее. И продолжаем проволоку протягивать во вторую стоечку. И сейчас в этом месте мы сможем изогнуть. И теперь можно приступать к оплетанию. Начинаем оплетать трубочками для плетения, обработанными с лаком с водой. Они должны быть очень пластичные. Начинаем с серединки, капаем клея, чтобы зафиксировать. Так, к серединочке прикладываем. Можно сразу плести, потому что здесь плетение прижмется. Делаем первый виток. Сразу уходим налево. Затем направо. И так продолжаем. Левую трубочку, затем правую. У нас вот здесь сужение идет, и постепенно немножечко расширяем. Когда трубочка заканчивается, то мы видим, что соединение происходит в самой серединке. Поэтому здесь делаем замин. Обрезаем где-то от замина на расстоянии примерно 5 миллиметров под острым углом. И одеваем вторую трубочку сверху. Здесь соединение будет незаметно в этом месте. Прижимаем плетение друг к другу. Когда я выхожу на расстояние 3,5 сантиметра между трубочками, то сейчас трубочки основы нужно выдерживать параллельно друг другу. То есть дальше полозья будут ровные в этом месте. Следим за этим обязательно. Вот уже похоже что-то на полозья у меня получается. Во время плетения нужно постоянно прижимать, делать их ровными. Затем мы их еще чем-то прижмем, прогрунтуем, чтобы они ровненько лежали. Примерно это будет выглядеть вот так. Сейчас мне нужно нарастить стоечки. То есть я посмотрела, мне немножечко не хватает. Вот здесь вот коротковатые получились. Когда будете вставлять проволоку в самом начале, здесь можете ее чуть-чуть подлиннее оставить. Вот я просто буду наращивать, добавлю еще. И трубочку вставляем вот там, где узкий край со склейкой, сюда вставляем широкий. И она прекрасно одевается. Капаем клей. Затем эту трубочку разрезаем напополам. Нам она такая длинная не нужна. Узкий край со склейкой будем вставлять во вторую. И продолжаем плести дальше. Осталось совсем немножко. Будем плести примерно вот до этого уровня. Я проплела уже достаточно много. Для того, чтобы полозья были ровные, нужно плетение придавливать и вот так пальчиками поправлять. Пришло время померить по форме, смотрится ли хорошо. Я вот посчитала, что мне плетения уже достаточно.
То есть и спереди носик, и сзади будет хорошо смотреться. Сейчас я заправлю хвостик и здесь буду завершать. Хвостик с обратной стороны обрезаем и вот сюда в плетение будем прятать. В конце уплотняем достаточно хорошо, здесь прижимаем и какое-то время удерживаем, чтобы клей высох. Можно еще подклеить вот здесь вот с боков, чтобы плетение приклеилось к стоечке, чтобы не съезжало. Клей просох. Вот теперь удобно сделать здесь заднюю часть салазок. То есть вот эти стоечки будем загибать вот примерно на расстоянии 5 миллиметров. Там у нас проволока внутри, поэтому это достаточно легко делается. Так загибаем, делаем прямой угол и аналогично вторую часть. То есть они должны лежать параллельно друг другу. Сейчас обрежем здесь вот, между собой их склеим. Здесь вот надо будет прижать друг к другу. И здесь тоже оплетем. Будет красиво смотреться. Две части склеиваем между собой полимерным клеем. Он достаточно быстро высыхает и хорошо склеивает. Между собой плотно прижимаем и какое-то время удерживаем. Здесь в этом месте надо приплюснуть. Теперь трубочку подклеиваем сзади, фиксируем ее. И начинаем оплетать достаточно плотно. Доходим до конца. При плетении следим за тем, чтобы на уголочках плетение хорошо ложилось и закрыло места срезов. Так вот поправляем еще. Ну и этот хвостик к плетению подклеиваем. Обрезаю под острым углом. Очень плотно прижимаем. Помогаем ножничками. Все. Теперь сзади смотрится тоже хорошо. Пока плетение еще влажное, нужно поправить, сделать здесь ровно. И заднюю часть немножечко изогнуть. Так будет смотреться, мне кажется, лучше. А тем временем одна готова. Теперь нужно сплести точно такую же вторую. Когда будем плести вторую, стараемся, чтобы она максимально была похожа. Чтобы у нас была пара. Все, обе готовы. Теперь мы можем примерить наши сани, как они будут здесь смотреться. Это будет выглядеть примерно так. Когда я плела вторую, конечно, она получилась не 100% похожа на первую. Ну, очень тяжело повторить, но все же более-менее они получились одинаковые. Главное, по длине их замеряйте. И теперь на следующем этапе мы можем и полозья, и наши сани покрыть патиной, вот в выступающих местах, и у санок тоже, для того, чтобы был эффект снежка. Будем наносить белую акриловую эмаль на губку. Ее должно быть немного, она должна быть почти сухая. И начнем с самого края
Губку макаем, потом убираем излишки краски. Причем на самом краю посильнее смазываем, и с торца тоже. А сюда к середине должно быть совсем чуть-чуть. И с обратной стороны то же самое делаем. Если где-то вы нанесли лишнюю краску, то не пугайтесь. Можно пройти той стороной, которая с обратной стороны у губки, и вот так вот еще подшкурить. Акриловую эмаль желательно перелить в небольшую емкость для того, чтобы она не загрязнилась. И желательно одеть перчатки, чтобы руки не пачкались. А наши полозья тем временем готовы. При высыхании эмаль проявляется, становится более белой. Поэтому после того, как она подсохнет, можно посмотреть, в каких-то местах еще нанести побольше. Может быть, сразу, пока она влажная, будет не видно. А мы тем временем приступаем к нанесению патины на санки носами. И наносим на верхнюю часть, также изнутри, тоже до белой косички, все патинируем. С краю решила наносить не размазывая патину, а просто вот так. То есть прислоняем и делаем как крапинки. И точно так же делаем вот эту косу. Изнутри вот под белой косичкой тоже проходим слегка. И то же самое возле донышка, чтобы переход здесь был лучше. Вот так у нас получается. То есть сочетание разных видов патины, и такой, и такой. Очень хорошо смотрится в плетении. Так вот изнутри. И осталось нам точно так же слегка пройти вот по этим стоечкам. На стоечки много наносить не надо. Небольшие крапинки. Все готово. И если мы саночки уже грунтовали, то есть их остается только лаком покрыть финишным, то полозья сейчас нужно будет загрунтовать, положить на них утяжелитель какой-то и оставить так сохнуть, для того, чтобы они были прочные и не гнулись. Покрываем тем же раствором, что мы покрывали санки. Тщательно промазываем. Прошло где-то часа 3 с тех пор, как я покрыла эмалью, она просохла, и теперь можно покрывать грунтовкой.
тем, как ставить под пресс, я просушу феном чуть-чуть, чтобы немножечко ушла влага. Теперь накрываем пленочкой и утяжеляем. И так даем просохнуть в течение 12 часов примерно. Полозья просохли, они теперь достаточно ровные и прочные. Остается нам только приклеить саночки к полозьям. На полимерный клей сейчас будем это делать. И готовое изделие покрыть акриловым лаком для того, чтобы оно заблестело. Приклеивать будем с обратной стороны на картонное донышко. Здесь с краю нужно, чтобы салазки были параллельно дну и где-то примерно миллиметра на 2 выступали за пределы, чтобы нам прикрыть вот соединение донышка с плетением. И еще нужно обязательно вымерить расстояние между полозьями, чтобы оно было одинаковое. Для того, чтобы понимать, куда наносить клей, нужно отмерить карандашиком, сделать пометочки. Наносим клей на отмеченные участки. Клея нужно наносить достаточно много, чтобы наши полозья не отвалились. Теперь полозья прикладываем и плотно прижимаем. И теперь утяжеляем, для того, чтобы клей хорошо схватился и просох в течение пару часов. Затем уже будем покрывать акриловым лаком. Для финишного покрытия будем использовать лак акриловый глянцевый. Его нужно взболтать. Наливаем в емкость. Если ваш лак густой, то его нужно развести с водой. Для нанесения лака используем кисть с искусственным ворсом. Также берем маленькую кисть для того, чтобы размазывать, если в каких-то местах будет лак оставаться. Наносим лака немного, потому что если будем наносить много, он будет оставаться в плетении, и потом очень тяжело его будет размазать. Я решила покрыть глянцевым лаком, потому что хочу, чтобы саночки мои блестели, чтобы снежок переливался на них. Если ваше донышко из бумажных обоев, то его тоже нужно покрыть лаком. Но если виниловые или флизелиновые, то лаком покрывать ни в коем случае нельзя, потому что здесь уже есть покрытие в виде лака на таких обоях. У меня виниловые обои, поэтому я покрывать лаком не буду. И так продолжаем дальше. Покрываем все саночки и даем им просохнуть. Спустя 10 минут после того, как мы нанесем большой кисточкой, нужно пройтись вот так маленько, еще в плетении убрать излишки лака. И остается последний шаг, это украсить наши саночки. Вот у меня такая лента. Я буду с обоих сторон приклеивать примерно вот такие кусочки, намажу полимерным клеем. В общем-то, украсить можно любым декором, это уже на ваше усмотрение. Краешек, чтобы не сыпался, можно обработать зажигалкой, ну или просто его вот так согнуть и подклеить. На санках разметим середину, вот я отметку поставила. И теперь будем полимерный клей наносить на отдельные участки и затем прикладывать.
Теперь выравниваем, чтобы было по центру. И во всех местах очень хорошо прижимаем. Все. И аналогично делаем с обратной стороны. Наши санки готовы. Вот такие они получились очаровательные. Очень интересно смотрится спинка. Так получилось донышко. 3 косы очень украшают верх саночек. И очень здорово смотрится украшение серебристое. Так смотрятся полозья. А эффект патины добавляет морозной свежести и создается эффект, что саночки припорошило снежком. Саночки получились очень прочные. Их можно споласкивать, протирать влажной тряпочкой. Надеюсь, что ваши санки получились такими же интересными, красивыми и сказочными. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс и был вам полезен.